Трамп заявляет о козырях Путина и ставит условия Украине. Почему республиканец грозит оставить Киев? Намечается ли срыв переговоров? Москва готова к прекращению огня. Стало известно, что запросила российская сторона в обмен на тишину на фронте. Детали встречи с американцами публикует западная пресса. Обсудим. Германия готовится к войне. Немцы берут в руки оружие и готовы к российскому вторжению. Пойдет ли Москва на Берлин? Айсберг размером в 2 Лондона, 1,5 Москвы и 4 Киева сел на мель. Удивительные кадры. Как такое событие повлияет на погоду и природу? Детали досмотрите. Всем привет! Это «Время Предко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, друзья, последние сутки в мире обсуждают интересные изменения в риторике Трампа. Его заявления стали отличаться от того, что он говорил прежде, после ракетно-дронового удара России по газовым объектам в Украине. Вечером 7 марта он из Вашингтона дал понять и Киеву, и Москве, что пора заканчивать с войной. Ситуация на поле боя он описал так. Россия прямо сейчас разбивает Украину. И такие действия Путина ему не нравятся. Трамп заговорил, что США могут задавить Россию болезненными санкциями. При этом, по словам американского президента, ему будет проще о чем-то договориться с Москвой. С Украиной иметь дело сложно. Думаю, у нас дела с Россией идут неплохо. Но прямо сейчас они бомбят Украину безжалостно. И, честно говоря, мне сложнее договариваться с Украиной, у них нет козырей, у них нет карт на руках. Как вы знаете, мы встречаемся в Саудовской Аравии на следующей неделе или в начале следующей и будем обсуждать. Я понимаю, что достичь окончательного соглашения, возможно, будет проще с Россией, что удивительно, ведь все козыри у них, и они сейчас ведут массированные бомбардировки. Я сделал очень жесткое заявление. Так нельзя. Мы пытаемся помочь им. Украина должна взять себя в руки и выполнить свою часть работы. В этом заявлении нет критики о том, что кто-то не хочет договариваться о мире, но есть акцент на том, что РФ продолжает бить по Украине, несмотря на личные заверения Путина о том, что он хочет мира, что само по себе диссонирует с событиями на поле боя. Трамп при этом говорит и следующие слова. Он хорошо знает Путина, тот хочет мира и, да, вероятно, пользуется паузой с поставками американской помощи Украине. Украинцы же должны дать понять Вашингтону, что хотят мира, и если Киев этого не хочет, то Трамп говорит, процитирую, «Мы уйдем оттуда». Советник Трампа по нацбезопасности раскрывает детали переговоров, которые ведет Белый дом. По его прогнозам, заключить мир между Украиной и Россией будет непросто. Идет ли речь о срыве переговоров? Уолтс дает понять, что все наоборот, работа продолжается. Это мясорубка людей, техники, национальных ресурсов. И никто, кроме нас, не предлагает никаких решений, кроме как позволить этой войне продолжаться бесконечно. Но я добавлю, у президента уже было несколько разговоров и визит президента Франции Макрона, премьер-министра Великобритании Стармера. На следующей неделе приезжает генеральный секретарь НАТО. У нас запланирована эта встреча с вами, с украинцами. Мы также общались с россиянами, и все это за первый месяц работы президента. Мы будем использовать метод челночной дипломатии и продолжим задействовать лидерские качества президента и наши рычаги влияния, чтобы привести обе стороны к мирным переговорам. Это будет непросто. В Кремле и в Киеве подтвердили, что переговоры идут, они активные, но детали не раскрываются. Стороны дают небольшие комментарии по этому поводу. Например, Песков уверяет, что добавить нечего. Зеленский же заявляет, что 7 марта был насыщенный день. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много телефонных разговоров. Тематика понятна, мир как можно быстрее, безопасность как можно надежнее. Украина настроена максимально конструктивно.
Путин готов к прекращению огня, но на особых условиях. Об этом пишет Bloomberg. Авторы издания уточняют, что впервые с начала войны Кремль намекнул на готовность к временной паузе в боевых действиях. По данным агентства, Россия дала понять США, что заинтересована в перемирии, но Москва предлагает следующее. Прекращение огня, если будут четкие рамки финального мирного соглашения. Обсуждение стран, которые примут участие в миротворческой миссии. Жесткое «нет» войскам НАТО на территории Украины. И возможное присутствие на линии прекращения огня военных из нейтральных стран, например, из Китая. По данным источников, Россия впервые сообщила США о своих интересах еще в прошлом месяце на встрече в Саудовской Аравии. Напомню, что Зеленский неоднократно настаивал на том, что Путин не держит слова, и с 2014 года режим прекращения огня Россия нарушила более 20 раз. Итак, пока, судя по всему, Трампу не удается закончить войну за 24 часа, как хотелось. Как вам эти заявления сторон? Пишите в комментариях. Германия готовится к войне. Бундесвер массово обучает граждан. В стране набирают обороты военные тренировки для гражданских. Чего боится Берлин? Там отвечают так. Запущена программа обучения резервистов, в которой участвуют тысячи немцев. Люди проходят интенсивную подготовку, учатся обращаться с оружием и защищать инфраструктуру. Во многом это, конечно же, связано с войной в Украине и с заявлениями немецкой разведки, которая считает, что до конца этого десятилетия, то есть до конца 2030 года, Россия может напасть на Запад, и Германии придется воевать с войсками РФ. Офицеры Бундесвера заявляют, что изменившаяся ситуация вынуждает немцев быть готовыми. Сейчас численность вооруженных сил Германии всего 180 тысяч человек, а резервистов 60 тысяч. Планируется утроить численность резервистов. Страна наращивает армию и увеличивает военные расходы. Такого не было со времен Второй мировой. После событий тех лет Германия всегда считалась пацифистской. Сейчас же правительство открыто говорит, что готовится к возможным конфликтам. Мне всегда была интересна концепция немецких вооруженных сил. В конце концов, я отправил свое заявление после вторжения России на Украину, просто потому, что стало ясно, что ситуация с безопасностью изменилась коренным образом, и я просто хотел внести свой скромный вклад в обеспечение нашей безопасности. Мир будущего уже здесь. На МВЦ 2025 в Барселоне китайская компания Uni3 Robotics представила нового робота-гуманоида G1. Умного, автономного и относительно недорогого. Его цена $16 тысяч. Гуманоид передвигается со скоростью 2 метра в секунду, оснащен 3D-лидаром для ориентации в пространстве. При этом искусственный интеллект позволяет обучать его новым задачам. Он еще и компактный, но мощный. Весит 35 килограмм, рост 130 сантиметров. Подходит для работы в полиции, армии, медицине и даже в быту. Напомню, что роботы теперь не фантастика, а реальность. Tesla, Figure, Boston Dynamics и другие компании активно разрабатывают гуманоидов. А Илон Маск заявил, что к 2040 году на Земле будет 10 миллиардов таких машин. Интересный момент. Uni3 предлагает G1 за $16 тысяч, тогда как конкуренты оценивают своих роботов $25 тысяч и выше. Заменят ли роботы людей? Насколько в ваших городах и странах уже автоматизированы процессы? И как считаете, в какой сфере робот никогда не заменит человека? Напишите свой вариант под этим видео. Эти роботы предназначены не для того, чтобы заменять людей, а для того, чтобы стать помощником человеку. Помогать им, а не заменять. Робот всегда должен управляться человеком. Это похоже на интеллектуальный автомобиль, но вы управляете им. То же самое с дроном или чем-то подобным. А-23А, самый старый и самый большой айсберг в мире, неожиданно остановился у берегов британского острова Южной Георгии на юге Атлантики. Там эта льдина села на мель. А дальше немного фактов, от которых захватывает дух. Итак, айсберг образовался в 1986 году, но начал движение только в 2020. Сейчас он застрял на континентальном шельфе у острова. Его площадь в 2 раза больше Лондона. Вес почти 1 триллион тонн.
Ученые из британской антарктической службы теперь гадают, как после движения такого огромного ледяного острова изменится ситуация в том регионе, где он сел на мель. Это в первую очередь изменит морские течения и экосистему региона, может повлиять на процессы таяния льдов в Антарктиде. Кроме того, вода, насыщенная необычными веществами из айсберга, влияет на морскую жизнь. Эксперты не знают, останется ли А-23А здесь навсегда или дрейф продолжится. Некоторые айсберги, застрявшие у Южной Георгии, там и таяли, но есть шанс, что этот массив снова двинется. Вы представляете себе его размеры? В 2 раза больше, чем Лондон, практически в 4 раза больше Киева, в 1,5 раза больше Москвы, в 5 раз больше Ташкента, в 9 раз больше Минска и в 3,5 раза больше Берлина. Если представить себе гигантский айсберг, тот, о котором мы говорим, в 2 раза больше Большого Лондона, он больше стран. Так что это огромные глыбы льда, которые движутся через океан в место, где их раньше не было. Таким образом, вы помещаете это огромное пространство другого материала в место, где его раньше не было, так что вы полностью меняете то, что происходит. Not finished because it's unlike any other trophy. There is a key. Oh, wow! There is no other sports trophy. Oh, that is good. Whoa! Yeah. Wow. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи.